Госсекретарь США Марко Рубио 26 мая посетит Армению. Как сообщает пресс-служба МИД республики, в рамках визита состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Марко Рубио, после чего стороны выступят с заявлениями для прессы. Отмечается, что также планируется подписание двусторонних документов, а затем пройдет пресс-конференция главы МИД Армении. Официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян подтвердила, что 26 мая в Армению прибудет госсекретарь США Марко Рубио. По ее словам, состоится встреча Арарата Мирзояна и Марко Рубио, после которой министры выступят с заявлениями для прессы, а также будет подписан ряд двусторонних документов. На этом фоне стало известно, что Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Предстоящий визит станет первым посещением Армении Марко Рубио в должности госсекретаря США. Ранее госсекретари США посещали Армению трижды: Джеймс Бейкер в администрации Буша-старшего в феврале 1992 года, а также Хиллари Клинтон в администрации Обамы дважды – в июле 2010 года и июне 2012 года. Также отмечается, что 9 февраля Армению посетил вице-президент США Джей Ди Венс, и это был первый в истории визит второго лица американской администрации в Ереван. Отдельно приводится заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о якобы имеющемся решении Никола Пашиняна разорвать отношения с Россией, заявил: «Информация этого чиновника неверна. Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических и всех остальных связей с Россией. Мы настроены, хотим и будем стараться сохранять наши нормальные отношения и углублять их». На вопрос журналиста о том, для чего в таком случае делаются подобные заявления на уровне высокопоставленных чиновников, Мирзоян ответил: «Не хочу комментировать, не знаю, да и не уверен. Во время предвыборной кампании я не особо успеваю следить за новостями, но предполагаю, раз уж вы задаете такой вопрос, что вы специализируетесь в этой сфере и являетесь умным человеком, попробуйте сделать свои собственные предположения». Экономика Армении за первый квартал 2026 года выросла на 4%, что отражает тенденцию постепенного замедления после рекордных темпов роста последних лет. На этом фоне в публичном и политическом поле продолжается активная дискуссия о будущем экономической модели страны и ее внешнеполитическом курсе. Из Москвы звучат оценки о якобы формирующихся рисках для армянской экономики, вплоть до катастрофического сценария, однако официального подтверждения таким прогнозам со стороны международных финансовых институтов не приводится. Параллельно в медийном пространстве усилились заявления о возможном внешнем политическом давлении на внутренние процессы в Армении. В частности, утверждается, что президент России Владимир Путин стремится влиять на политическую ситуацию в стране и исход будущих выборов, в том числе с целью ослабления позиций действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Журналисты издания «Досье» сообщали о существующих планах, согласно которым в качестве возможного альтернативного политического проекта рассматривалось продвижение армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, которого в отдельных утечках и аналитических материалах называют потенциальным кандидатом с акцентом на прагматичную внешнюю политику и более тесное сотрудничество с Россией. Также в этих публикациях упоминается возможный резервный сценарий с участием бывшего омбудсмена Армана Татаяна. При этом подобные утверждения носят характер интерпретаций и не подтверждены официальными сторонами. Отдельно в аналитических материалах указывалось, что определенные риски для подобных политико-экономических фигур могут быть связаны с возможными санкционными последствиями со стороны Запада, включая США и ЕС, в случае восприятия их действий как прямого политического или институционального влияния в интересах России. Эти оценки приводятся как позиция отдельных экспертов и политических комментаторов,
а не как установленный факт. В российском политическом дискурсе при этом звучат и иные оценки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль фиксирует заявление армянского руководства о намерении не допускать антироссийской риторики, подчеркивая, что Россия и Армения продолжают оставаться в диалоге и сохраняют союзнические форматы взаимодействия. Отдельно также отмечалось, что цена на российский газ для Армении остается более чем льготной. Однако, по российской позиции, условия могут измениться в случае выхода Еревана из Евразийского экономического союза. На фоне этих заявлений председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о рассмотрении инициатив по усилению ответственности для граждан, совершающих правонарушения против интересов России за рубежом, что в политических комментариях также связывается с общей тенденцией ужесточения внешнеполитической линии Москвы. В публичное пространство также попали и более радикальные высказывания российских политических и идеологических фигур. В частности, главный идеолог России Александр Дугин высказывал мнение о необходимости более жесткого регулирования доступа к интернету, включая идеи о его порционном предоставлении пользователям за хорошее поведение, что вызвало широкую общественную дискуссию в экспертной среде. Москва придает значительный приоритет союзническим отношениям с Баку. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости страны, отметив, что Азербайджан добился значительных успехов в экономической и социальной сферах и завоевал уважение на международной арене. В поздравлении подчеркивается, что Россия придает большое значение дружественным и союзническим отношениям с Баку и рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах, а также на партнерское взаимодействие по региональным и международным вопросам, что, по оценке Москвы, способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. На этом фоне в армянском политическом пространстве вновь усилились резкие заявления со стороны представителей российской власти в адрес Еревана. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России может привести к экономическим потерям, включая утрату доступа к российскому рынку и механизмам Евразийского экономического союза. В своих высказываниях он также провел жесткие параллели, заявив, что подобная политика якобы может иметь тяжелые последствия, сопоставимые с украинским сценарием, что вызвало резонанс в армянских политических кругах и стало предметом критики. Выше мы уже упоминали, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил на эти заявления Медведева. Он также резко прокомментировал распространение непроверенных слухов о возможном переселении сотен тысяч азербайджанцев в Армению, назвав их авторов недобросовестными и обвинив в отсутствии рациональной аргументации. По его словам, подобные тезисы неоднократно официально опровергались, однако продолжают тиражироваться в политической повестке. Он также отметил, что повестка предстоящего визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению будет раскрыта только после его завершения. Параллельно в информационном поле появились новые публикации, связанные с внутриполитической ситуацией в Армении и деятельностью правоохранительных органов. Сообщается о телефонных разговорах, зафиксированных в рамках расследований, где сторонники отдельных оппозиционных фигур обсуждают возможные сценарии политического развития и утверждают, что из Москвы поступают сигналы, что если Пашинян победит на этих выборах, то Москва устроит в Армении госпереворот. Таким образом, на фоне усиливающейся дипломатической активности и предстоящих международных визитов в Ереван, включая визит госсекретаря США Марко Рубио, региональная политическая повестка остается крайне напряженной, с параллельным ростом риторики между ключевыми внешними игроками и активной внутренней политической дискуссией в Армении. В публичном пространстве появились сообщения о существующем плане по смене власти в Армении, сопровождаемые публикацией так называемых «слитых документов»,
которые, по утверждениям авторов, относятся к материалам российских спецслужб. Согласно этим материалам, происхождение которых связывается с утечкой с мобильного телефона действующего сотрудника, речь идет о стратегиях политического влияния на предстоящие выборы в Армении, включая информационные кампании, работу с политическими силами и аналитическую оценку рисков. В качестве основной цели подобных сценариев в публикациях называется смена власти и отстранение премьер-министра Никола Пашиняна, однако подлинность этих документов официально не подтверждена и остается предметом споров и проверок. В ряде материалов также утверждается, что в потенциальные сценарии политического влияния могут быть вовлечены различные армянские политические и общественные фигуры, включая бизнесмена Самвела Карапетяна, политика Гагика Царукяна, архиепископа Микаэла Аджапахяна, а также бывших президентов Сержа Сарксяна и Роберта Кочаряна. В публикациях также проводится параллель с политическими процессами в Грузии 2012 года. Отметим, что на этом фоне общественный деятель Даниэл Иоаннисян сделал жесткое заявление в адрес России, прокомментировав возможные ответные меры Армении на давление или усиление санкций со стороны Москвы. Среди перечисленных им гипотетических шагов упоминаются радикальные политические и экономические сценарии, включая национализацию армянских железных дорог, ограничение определенных информационных каналов, возможный вывод 102-й российской военной базы из Гюмри, а также тотальный запрет на импорт западных товаров в Россию через территорию Армении. На этом фоне также обсуждается новый российский законодательный механизм, позволяющий использовать вооруженные силы за рубежом для защиты граждан России, которым, по версии формулировок закона, может угрожать арест или преследование. В экспертных комментариях высказывается мнение, что столь широкие формулировки теоретически могут допускать расширительное толкование. Однако официально российская сторона заявляет, что закон направлен на защиту граждан в исключительных случаях и не предназначен для произвольного применения. В аналитических оценках также отмечается, что Москва усиливает риторику о защите своих граждан за рубежом, включая обращение в международные структуры. Однако подобные интерпретации остаются предметом политических дискуссий и не имеют однозначного юридического подтверждения в виде практики применения. Таким образом, вокруг темы внешнего влияния на армянскую политическую систему и возможных сценариев предстоящих выборов формируется сложный информационно-политический фон, в котором переплетаются заявления официальных лиц, аналитические оценки, а также непроверенные публикации о закулисных планах, требующие дополнительной верификации и осторожного отношения к трактовкам. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.